Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Денис Неведомский, адвокат и политик на связи. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Добрый день, друзья. Знаете, сегодня будет такой своеобразный эфир. Своеобразный в чем? Потому что постоянно освещая этот новостейный ряд, все равно мы, кажется, теряем главное. За что идет война? Почему именно в этот исторический период? Что вообще предполагают те или иные телодвижения? Сейчас все обсуждают Стамбул. Второй раунд в понедельник, 2 числа. Покажите свой меморандум, говорят России, а мы свой показали, а эти не показали. Но мы смотрим на это как на определенную игру. А ведь если так разобраться и немножко абстрагироваться, вполне вероятно, что, возможно, решается будущее Украины и те правила, по которым в конечном итоге придется жить и смотреть в будущее. Мы неоднократно с вами говорили, что Украина и государственность ее претерпевает крах, и дальше будет нечто другое, вот уже точно, Украина будет 100% другой, но какой, никто не знает. Сегодня такой очень знаковый, такой момент, штрих, да, к этой картине. Зеленский отменяет День защиты детей 1 июня и переносит его на 20 ноября. Понятно, там не будет сладкой ваты, мороженого, ситро и переполненных детских площадок, война, да. Но ведь это тоже нам о чем-то говорит. Мол, для того, чтобы всем миром праздновать. Так вот, где наше место после этой войны? Со всем миром и Днем защиты детей 20 ноября? Или все-таки это какой-то другой путь? И за этот путь мы должны воевать? Или не должны? Какие мысли у вас по этому поводу? На сегодняшний момент мы действительно находимся в той стадии, когда нам придется сделать выбор. Причем это выбор не по перемирию, не по меморандумам, и даже не по войне. Действительно тот важный вопрос, который стоит, каким будет наша страна будущего. Я намеренно не говорю название, потому что название точно так же, как и суть, должны поменяться. Пускай это звучит жестко, пускай это звучит таким выпадающим из общего тренда, но я абсолютно уверен в том, что нам придется пройти через стадию переучреждения государства. Придется пройти через стадию становления нового общества и становления новой национальной идеи. Причем процесс этот будет настолько фундаментальным, что изменение названия, на самом деле будет одним из изменений важных в проекте построения нашего государства. Социальный договор, который необходимо будет перезаключить между новым государством и новым обществом. Понимание того, что должно государство прежде всего, и что должен гражданин этому государству, которое будет не только требовать отдачи долгов, но будет предоставлять возможности. И поэтому необходимо уже сейчас, это нужно было делать, конечно, гораздо раньше, это нужно было делать еще до процесса получения Украины независимости, формировать смыслы, формировать цивилизационную стратегию. То есть для этого должны были работать национальные мозговые танки, чего не было сделано. Независимость упала на Украину не вследствие народно-освободительной борьбы. Не потому, что пришло время и предпосылки для создания независимого государства, которое знает, чего оно хочет. И граждане, которые получают в результате таких процессов независимость, они должны ценить это как свое достижение. Они должны иметь путь, они должны иметь большую глобальную цель для того, чтобы можно было эту цель развивать, реализовывать. В нашей ситуации точно так же история перекликается с созданием УНР в свое время. То есть в один прекрасный день, когда распалась Российская империя, люди проснулись в разных странах. В разных странах не по границам, не по властям, а ментально по разным странам. Кто-то продолжал жить в осколке Российской империи. Кто-то создавал УНР.
Кто-то видел себя в новой советской России. То есть у людей не было единой цели, которая объединяла бы народ, которая давала бы возможность народу создать единый государственный проект, ради этого проекта рожать здесь детей, ради этого проекта созидать и в результате создать страну будущего, то есть территорию счастья. Точно так же эти уроки не были учтены нашим народом, элитами, которые на тот момент сформировались, там, пускай даже в кавычках. И в 1991 году мы не получили государство, которое ориентировано на будущее, которое имеет какую-то глобальную цель. Все это стало формироваться каким-то образом спонтанно. То есть те олигархи, которые стали олигархами после распила государственной собственности, доставшейся нам после развала Союза. Еще немаловажный фактор, что процесс появления государства Украина, он не был позитивным. То есть, когда создается новое государство, это процесс позитивный. Тогда люди получают дополнительный заряд энергии, люди готовы участвовать во многих процессах развития. А когда государство образуется в результате распада, то есть негативных процессов, то это отображается и в общей стратегии народа. Говорить сейчас о тех моментах, которые происходят сегодня, смысла нет, потому что они уже происходят. Как любит говорить Арестович, то, что будет, уже есть. В принципе, в этом есть логика, потому что для того, чтобы новое государство получило свое место в глобальной геополитической игре, за геополитическим столом, оно должно своей идеей презюмировать преимущество. То есть его идея должна быть более передовой, чем те идеи, которые сейчас уже существуют. А мы пытаемся бежать в хвосте паровоза. Мы пытаемся подстроиться в проекты, которые сейчас тоже переживают страшный кризис. ЕС переживает страшный кризис. То есть нет единой политики. Они пытаются переделать Европейский Союз в новую империю, в которой нет свободы слова, в которой, если ты имеешь свое собственное мнение, ты становишься отщепенцем. Мы видим это по попыткам наказать Венгрию. Пока у них это не получается, но они пытаются к этому стремиться. И если бы Трамп не победил в Соединенных Штатах и не начал войну с леволиберальной повесткой глобалистской, то я думаю, что через какое-то время ЕС превратился бы в такую империю, Оруэлловскую империю. И поэтому это не наша цель – стремиться в чужие цивилизационные проекты, тем более переживающие такие кризисы. Давайте, пока далеко не ушли, сейчас поговорим про идею, про то, что вы имеете в виду, раскроете более глубоко эти позиции. Но все-таки, как вот обухом по голове, название. А чем Украина не устраивает? Потому что в самом названии заложено противоречие. В самом названии заложен отход от нашего исторического пути. То есть само название и сам проект, который создан был под этим названием, он создан как проект антироссии. И любой проект, являющийся анти, он обречен на постоянную войну, на постоянный конфликт. И мы это наблюдаем на протяжении всей нашей сумной истории. Когда раздаются голоса о том, что там Украина едина, ну, посмотрите, разве были периоды, когда Украина национальную повестку выдвигала на первый план? Разве у нас были периоды единства? Это всегда приводило к конфликту на протяжении всей нашей истории. Безусловно, у нас есть право на историческое наследие Руси Киевской. Оговорюсь, что название правильная Русь, а не Киевская Русь, потому что это уже как бы доработка историков, новодел. На самом деле Русь, она и есть Русь. И в этом государстве в этом государстве органично воспринимался бы и Восток, и Юг, и север страны, и запад страны. То есть у нас была бы возможность действительно создать единый проект, который объединял бы мультикультурность всей нашей страны. И
Русь сама по себе объединяющий проект. И Русь не может быть антипроектом. Она не может быть антипроектом России. То есть конфликт, который заложен изначально, этот конфликт необходимо первопричины этого конфликта устранить. Это, скажем, очень важный момент, который нам придется для переосмысления прийти. То есть, либо дальше мы будем дальше сужаться до нескольких областей, в которых Украина будет актуальна как проект, антипроект Россия, либо у нас есть возможность сделать намного более весомый, намного более широкий шаг в направлении будущего создания такого проекта, который уберет конфликтность, конфронтационность и даст возможность нам сосуществовать с теми соседями, которые находятся возле нас. Ведь не только с Россией у нас происходят цивилизационные конфликты. С той же Польшей. Недавно Дуда выступал, то есть по поводу отношения поляков к волынской трагедии, и то есть довольно жестко выступил. И когда пытаются рассказать, что можно создать проект, если помните, был такой Междуморье. То есть там, где страны Балтии принимают участие, там, где принимает участие Польша и, соответственно, Украина. Но как только мы говорим об Украине, у поляков сразу срабатывает волынская трагедия. Они не могут принять национальный проект Украины как союзник. Они требуют, чтобы Украина от этого отказалась. А Украина не может от этого отказаться, потому что в современной украинской идеологии Бандера – это герой. Соответственно, построить что-то общее с историческими, идеологическими врагами невозможно. Но как только мы говорим о Руси, нету предпосылок для конфликта с нашими соседями. У нас получается история нового государства, основанного на историческом фундаменте, которое не имеет конфликтности. Ну, смотрите, если мы говорим о, условно, там, не знаю, Русь, или там Республика Русь, или Федеративная ФРР, например, да, Федеративная Республика Русь, в таких каких-то, или как какая-то другая форма правления. Смотрите, тут даже сейчас не про форму правления, не про форму государства, да, там, унитарная, не унитарная, там, еще какая-то. Тут вот про саму идею. Получается, что если Русь, то тогда это в фарватере Москвы, а с Москвой война. Просто понимаете, насколько народ воспримет как раз-таки то, что вы называете там позитивным проектом, да, проектом Руси. Ведь выкорчевали, если не все, то многое из того наследия, даже Киевской Руси, переписали уже историю, рассказали о том, какая была там невиданное государство. То есть вы же видите вот эти все новые трактовки даже вот этой исторической идентичности. Просто ведь между тем, чтобы принять, например, Русь, да, как идею, до реализации ее в государственное какое-то управление, какое-то государство, нужно пройти этап прощения войны, которая идет уже 4-й год. В этом серьезный камень преткновения, не находите? Безусловно, этот фактор присутствует. И те, кто этот антипроект финансирует, те, кто его продвигает, сделали максимум для того, чтобы не было возможности реализовать проект. Именно для этого оно все завязывалось на крови. Именно для этого максимально создаются пропагандистские предпосылки для того, чтобы люди ненавидели. Для того, чтобы... ненависть – это иррациональное чувство, когда отключается аналитика, отключается критическое мышление. В принципе, отключается мозг. То есть ты живешь эмоциями. И пропаганда, любая пропаганда, она направлена на то, чтобы вызвать у человека эмоции, самые простейшие. Ненависть – это простейшая эмоция. Ненависть, страх. И, конечно, построить на ненависти и страхе невозможно. Но как только будет закончена пропагандистская война, поверьте, очень многие народы проходили через такие этапы. И очень многие народы не понимали уже через несколько лет, как они жили в той реальности, которую создавала пропаганда.
Люди сейчас нуждаются в появлении позитивного проекта. Люди нуждаются в надежде. Люди на самом деле устали от постоянной ненависти и страха. И если людям дать надежду, дать возможность, осязаемую возможность построить еще при жизни страну, которая будет отвечать их интересам, которая будет выполнять свои обязательства, которая будет защищать и внутри, и за границей. Она будет давать возможность развития их детям. Дети будут иметь возможность социальных лифтов. Страна будет давать возможность развиваться самим и развивать соседей. Тогда в этом случае люди очень быстро смогут перестроиться. Да, боль останется, рана будет, но рана будет заживать. Сейчас эту рану бередят постоянно. Постоянно подбрасывают в нее соль. Постоянно подбрасывают в нее инфекцию. Конечно, сейчас говорить о примирении тяжело. Но говорить о примирении тяжело именно в рамках проекта «Украина». Потому что если двигаться дальше, то другого топлива, кроме ненависти и страха, сейчас нет. Как только будет закончена пропагандистская война, как только людям дадут возможность увидеть будущее, они даже готовы будут восстанавливать своими руками то, что разрушено. Вот поэтому настолько сейчас важно говорить о дальнейшем пути, о будущем. О том, что мы можем не только воевать, но что мы можем и создавать, созидать, быть полезными для других, быть интересными для других. Сейчас в войне заинтересованы только те, кто непосредственно зависим от этой войны. В том числе и наши, скажем, в кавычках, европейские партнеры. Потому что вопрос продолжения войны в Украине для них вопрос личного выживания. Выживание их политических сил, их общественных сил, их личное выживание. Их политическое будущее. Они не заинтересованы в появлении сильного государства на нашей территории. Они не заинтересованы в том, что наш народ получит реальный суверенитет и будет созидать, и будет равноправным участником. Гораздо удобнее иметь нас в качестве объекта, а не субъекта. И использовать в своих геополитических играх. Это относится тоже к Российской Федерации? Вот недавно появилась прям такая очень интересная. Кстати, хотел бы тоже с вами обсудить, как с опытным юристом. Очень интересная сентенция, что СССР прекратил свое существование незаконно. Ну, это прям в России, на форумах юридических, то есть они вот прям это, это не политическая доктрина, то есть пока что, наверное. Но это такой очень интересный посыл, об этом многие там говорят, блогеры, там полуконспирологи, какие-то там юристы, а теперь вот на такой уровень вышла дискуссия. Одни говорят, что будет СССР, надо как-то его восстановить или там правильно все сделать, да. Третьи, другие говорят о том, что нас ждет какая-то страна, Россия, Беларусь, Украина. Об этом тоже россияне говорят. Но тут же вот важный момент. Вот вы говорите о том, что в Европе мы будем частью, да, подчиненной частью. И правильно приводите пример Венгрии, Словакии. То есть, если выбиваешься из курса партии, тебя будут хлопать, не в ладоши, а вот так по голове, чтобы немножко колосок не высовывался, чтобы ровненькое поле было, как в Древнем Риме. Но ведь то же самое ждет Украину и в этой, другой, восточной перспективе, или нет? Смотрите, по Сэмюэлю Хантингтону мир поделен на цивилизации, на 9 цивилизаций. И сейчас и Украина, и Россия, и те страны, которые находились раньше в ареале, они переживают цивилизационный кризис. Для того, чтобы этот кризис преодолеть, нужен цивилизационный проект. Цивилизационный проект СССР 2.0, это самое простое, что сейчас возможно построить. То есть объединение, как говорил Бисмарк, железом и кровью. Сказать, что этот проект будет крайне успешным, невозможно. Но поскольку никаких других предложений, вариантов практически никто серьезных не высказывает, то оно будет двигаться в этом направлении. Наша задача – предложить такой проект, который будет выгоден и другим государствам нашего ареала. И той же Российской Федерации, той же Беларуси, и, возможно, восточноевропейским странам.
Только весь вопрос, что это будет за проект. То есть он должен быть привлекателен одинаково для всех. В войне национального государства и цивилизации всегда преимущество будет на стороне цивилизации. Как супермаркет всегда будет более привлекателен, чем ларек. Какой бы ларек этот распрекрасный не был. То есть это самые простые азы маркетинга. И поэтому для того, чтобы быть конкурентным, для того, чтобы уметь отстаивать интересы своей цивилизации, а сейчас мы переживаем глубочайший кризис именно нашей цивилизации, потому что у нас внутри война, нам необходимо создавать цивилизационные проекты. Наполнить их смыслами. Не обязательно идти по старым граблям. Как построена цивилизация? Есть душа цивилизации, скажем так, традиционная. Есть военно-экономический финансовый центр. Есть сателлиты, которые имеют свою большую долю за столом и выполняют общую повестку. Возьмем, к примеру, англосаксонскую цивилизацию. Роль духовного центра, лидера выполняет Великобритания. Роль финансово-экономического военного центра Соединенные Штаты. Также есть сателлиты. Канада, Новая Зеландия, Австралия. По такому же принципу можно было построить и нашу цивилизацию, в которую формирует смыслы и несет духовное начало. Русь. Россия выполняет функцию финансового и военного лидера. И страны-сателлиты, Беларусь, и те страны, которые находятся, скажем так, в православном лагере, они тоже могли бы к этому проекту присоединиться. Поэтому таким образом мы могли бы создать такой проект, который был бы всем интересен, который бы нес не разрушительное, а созидательное начало. Когда присоединение к нему сулило бы выгоды, а не стало бы результатом подчинения и оккупации. Европейский Союз тоже, ведь вы помните, когда в 2000-м евро вводили, новых членов принимали, тоже выглядел таким сладким пряником. И все туда стремились за ценностями, за какими-то правами, вы помните этот период, когда это прям было нечто подобное. Но в исторической перспективе все быстро сдулось. Потому что наверняка те смыслы, о которых вы говорите, смыслы цивилизационного проекта, они, может быть, они и остались в Европе, безусловно, как смыслы. Но надстройка, бюрократическая в данном случае, конкретно про Европу, все испохабила. Как сделать так, чтобы, во-первых, какие смыслы выбирать? Вы так обмолвились про православие. И какая надстройка не угробит то, что придумано, и то, ради чего люди будут объединяться, скажем так, по позитивному, не корыстному, не какому-то вассальскому, а по позитивному призванию. Цивилизации формируются на основе общей ментальности, общего восприятия истории, общей героики. И очень важно культурно-религиозного принципа. То есть Хантингтон определял границы, где проходит западная и русская цивилизации, по расположению православия. То есть там, где большинство православных, там, где православная вера является доминирующей, то есть это являются границы русской цивилизации. И культурный фактор он ставил во главу формирования цивилизации даже выше, чем экономический или военный. Когда мы говорим о Европейском Союзе, то изначально этот проект создавался странами Запада, которые находились в общей, скажем, прокатолической повестке, западное христианство, так будет, наверное, правильнее его назвать, там же и протестанты, соответственно. То есть там, где формировалось единое культурное поле, где люди, в принципе, живут одними принципами, где люди построили похожие общества, где похожие ценности, там, общая аксиология. И когда туда, по примеру НАТО,
начали набирать страны, которые, в принципе, ментально не подходят туда, они ментально не находятся в их ареале, конечно, это стало превращаться совершенно в другой проект, совершенно другими перспективами. То есть они проглотили больше, чем могли. И не могло в этой ситуации не возникнуть противовесов и противоречий. Они, безусловно, стали возникать. Когда говорят о том, что Украина там це Европа, ну, посмотрите, ну, юридически можно вступить куда угодно. Вы все равно будете в этой ситуации отщепенцем. Все равно, даже если посмотреть по чисто экономическим показателям, ну, наши все рынки, учитывая нашу экономику, нашу промышленность, которая уже в значительной степени разрушена, наши рынки находятся на Востоке. Именно там мы имели бы прибыль, мы там бы зарабатывали, там мы были бы успешны. То есть у нас тот же самый дранг на хвост, только не с оружием, а с продукцией. Но нам начали рассказывать о том, что наши рынки на Западе. Да на Западе настолько сегментированные рынки, что только в условиях войны и только в условиях первичного продукта. Нам даже муку туда нельзя продавать. Мы продаем туда зерно. То есть то, что выращиваем в своей земле, и там рапс, подсолнухи. То есть нам не дают возможность даже вторичного продукта, чтобы какую-то добавленную стоимость зарабатывать. У нас просто за копейки забирают ресурсы. Другое дело, что политика внешняя должна быть построена на интересах. То есть задача правительства заключать такие соглашения, которые приведут к тому, что граждане нашей страны будут зарабатывать. Они должны получать торговые преференции. Рынок должен быть открыт там, где нам это выгодно, а не там, где на нас зарабатывают. То есть задача на самом деле правительства – это создавать максимальные возможности для развития бизнеса, для развития собственных граждан. А вместо этого мы заключаем союзы, которые никак математически не выгодны для нашей страны. И вот такой диссонанс, он и приводит к тому, что мы пытаемся вступить туда, где нам невыгодно, где мы не жизнеспособны. Ну, границы цивилизации по православию – это хорошо, но они меняются, и сейчас мы видим. И вот уже Нижнюю Лавру будут монахов выгонять. Собственно, очень так классно рассуждает Потураев о том, что храмы, посмотрим, чьей они собственности. Государственной, значит, государственной. Государству отдадим, коммунальной – коммунальному. В общем, если частная, ну, пожалуйста, пускай будет частная собственность. Мы же не фашисты. Молиться только нельзя. То есть, когда я это услышал, я, наверное, понятное дело, тут попрание, там, даже на фоне войны, знаете, все проблемы кажутся там мелочными, понятно. И экономические, там, и где-то духовные, и немножко культурные, и какие-то там вот такие, скажем, житейские. Мол, война, что ж, война все спишет. Но здесь прозвучало нечто большее, даже большее, чем война. Когда храм забрать не можем, который в частной собственности, люди приходить могут, но служить нельзя, потому что мы запретим обряды вот этой группе. Ведь это смена гораздо более серьезных границ. В Стамбуле Лавров анонсировал, что будут подниматься вопросы об отмене дискриминационных законов. Но ведь одними отменами законов не получится привести в норму границы православных земель и вот этой цивилизации, о которой вы говорите. В любом случае уничтожение духовных традиций – это путь к разрушению. И мы видим уже, что то, что происходит, оно же не привело к процветанию государства. Оно не привело к, скажем, тому пресловутому созданию территории счастья. То есть ситуация в стране ухудшается, и то, что они творят по отношению, по большому счету, даже не к храмам, а по отношению к людям. То есть оно приводит к разрушению государства изнутри, к разрушению общества. То есть это путь к ликвидации, к самоликвидации. Поэтому те моменты отменить, не отменить законы, это все, скажем, неважные факторы.
Они важны и в моменте, там, в тактике, но они не принесут глобального стратегического результата. Стратегический результат – это действительно создание нового цивилизационного проекта. И возглавить этот проект должен наш народ. И предложить смысл. Я абсолютно уверен, что и по ту сторону фронта, услышав здравые мысли, услышав, что достичь целей безопасности можно не при помощи танков, а при помощи создания союзов, при помощи не столько военных, сколько экономических союзов, цивилизационных союзов, то и там это будет иметь отклик. Настолько мы сейчас находимся в цивилизационном кризисе, что без поиска и нахождения выхода из него, создания нового цивилизационного проекта не выжить ни нам, ни Российской Федерации. Поподробнее по поводу Российской Федерации. Потому что кажется, что сейчас там империя поглощает там, соседнюю там, антистрану. Да? Ну и там мы же видим сейчас, что, помните, были там разговоры о том, что какую-то часть сделают какой-то Украиной, типа буферной Украиной, нейтральной Украиной, другой Украиной, какая-то малая часть или западная часть останется вот правопреемницей вот этого всего безобразия, которое сейчас происходит, то есть будет как бы тянуться к Европе, часть будет нейтральна, но они же присоединяют территории к себе, то есть забирают под свою юрисдикцию. Я абсолютно уверен, что России тоже не нравится то, что происходит сейчас в Украине. И как простым людям, так и элитам. То есть они понимают, что внутри происходит цивилизационный конфликт, который решается кровью. Они тоже несут потери. И гораздо лучше было бы создание такого проекта, который бы не требовал применения силы внутри, который, наоборот, презюмировал бы создание общего поля. Наверняка Россия находится в состоянии войны, начала войну, потому что не смогла достичь своих целей безопасности другими средствами. Это тоже говорит о кризисе. Это тоже говорит о том, что их цивилизационная идея вот того пресловутого русского мира, о котором они говорят, она не нашла здесь отклик. Если бы она нашла здесь отклик, не было бы войны. Если бы эта идея была конкурентная, не было бы войны. Но поскольку другой идеи не было, никто ее не предложил, то остался один единственный путь – это поглощать и покорять. То, что как бы происходило на протяжении всей истории наших государств. И поэтому необходимо абсолютно поиск новых проектов. Потому что заключить мир можно только тогда, когда интересы будут соблюдены и пресловутые первопричины будут устранены. И я не устаю повторять, что если мы продолжим дальнейший путь, как говорится, как говорит наша власть, в НАТО, то война будет здесь перманентна, она действительно будет вечной. То есть будут какие-то периоды перемирия, государство будет страдать, люди будут страдать, и до какой-то критической точки, пока просто оно не прекратит свое существование. Да, Украина несет большие потери, чем Россия, но невозможно при том состоянии, в котором находится сейчас украинское общество и государство, не сменив проектность, о чем-то договориться с Россией. И Россия идет по самому простому пути. То есть ее проект более жизнеспособен, она имеет большие ресурсы, поэтому она поглощает. Но я абсолютно уверен в том, что если наше государство сможет сформировать такое предложение, которое будет интересно глобально и для Российской Федерации, то войны больше не будет. Денис, это просто немножко, знаете, я сразу объясню, очень негативное слово «проект». Вот просто для понимания. То есть, на самом деле, в слове нет ничего плохого. Но в отношении темы нашего разговора слово «проект» как-то вот режет все равно слух. Но давайте так. Как вам кажется, этот проект или, например, эти правила, скажем так, этот сценарий
или как сейчас выражается президент, конечно, это адженда у него везде, не в попад вот это слово, адженда, ну, грубо говоря, эту идею, должны привнести снаружи или изнутри? Ну, безусловно, изнутри. Безусловно, у нас есть люди, которые этот проект озвучивали неоднократно, которые связывают с ним возможное будущее нашего народа. Проблема в том, что для того, чтобы сменилась проектность, для этого всегда нужны кризисы. Не то, что нужны, всегда это происходит в кризис. То есть Йозеф Шумпетер говорил о том, что невозможно сменить цивилизационную колею. То есть, если ты даже условно хочешь из одной цивилизации перепрыгнуть в другую, то это, во-первых, потребует колоссальных усилий, и все равно это будет бесполезно. Потому что слишком многое тянет тебя обратно. Так сложилось. Ты не можешь взять и стать частью американской культуры. Потому что ты не американец. Потому что у тебя родители не американцы. Ты можешь сам туда переехать, погрузиться в их культуру и присоединиться. Но народы не переезжают все вместе. Не дай бог, если нам придется всем народам куда-то разъехаться, ассимилироваться и стать частью разных культур. Есть возможность сохранить собственную. Поэтому очень важно понимание своего места в истории. Не придумывание, не слушать чужих. Конечно, это все должны формировать люди нашего народа, украинского народа, русского народа. И именно в этом является главный смысл. Никто не придет и не предложит вам хорошую идею. Никто вас не защитит. Никто не будет заниматься вашей безопасностью. Вот сейчас много говорят там о каких-то там международных гарантиях. Да, единственная международная гарантия – это создание такого субъектного государства, такой цивилизации, которую обидеть другие не смогут, потому что себе дороже, потому что оно фундаментально, потому что оно исторически обосновано, потому что эти народы находятся в общем цивилизационном поле, и, соответственно, у них стабильная политика. Они не будут сметаться из одной стороны в другую. Они знают, чего они хотят. Они находятся в общем цивилизационном поле. Они знают, что их интересы защитят только они. Их деньги зарабатываются только у них внутри. Они могут сосуществовать с другими цивилизациями, но на равнозначных условиях. Разве сейчас Украина хоть с кем-то, хоть с одним из государств, назовите, у которых с ней паритетные условия? Хоть экономические, хоть военные, хоть гуманитарные. Нет, это очень большая проблема. Поскольку внутри нашей цивилизации происходит война, то мы самая пострадавшая сейчас цивилизация на сегодняшний день. Это касается, повторюсь, и Украины, и России. Находясь во внутреннем конфликте, это говорит о том, что у нас кризис проектности в обоих странах. И на сегодняшний момент нет того проекта, который бы устроил обе стороны. Украина не может в этом цивилизационном проекте быть конструктивным союзником. Вот почему и приходится говорить о смене проекта. Потому что слово «проект» может быть плохое, а слово «антипроект» гораздо хуже. Потому что мы говорим не о позитивных процессах, а о негативных. То есть мы смотрим не на собственные интересы, где нам выгодно, а смотрим, как бы было плохо тому, против кого мы действуем. То есть не важно, выгодно нам, невыгодно, важно, чтобы соседу было плохо. Вот существование такого антипроекта, оно не может привести к каким-то позитивным процессам. Оно не может вести к созданию глобальной безопасности. То есть сам проект конфронтационный, он ведет к тому, что мы должны быть анти-кто-то. Анти-кто понятно. Не только Российская Федерация, но даже Польша. То есть мы находимся в антипроекте. И это действительно большая проблема. Почему необходима его смена? Для того, чтобы мы вернулись в свое историческое русло. Для того, чтобы мы имели возможность создавать союзы, которые выгодны нам и исторически обоснованы. Денис, но ведь неискушенный
подобными ну, там, цивилизационными и государственническими, да, вот этими размышлениями зритель, он же что спросит первым делом? Так погодите, все нормально. Чего это вы? Украина стремится в западный цивилизационный проект. Украина хочет в ЕС и НАТО. Россия тоже тыкалась и в НАТО, ну, в нулевых, да, и, ну, не в ЕС, а вот этот большой проект от Лиссабона до Владивостока. Мы помним эти все, ну, такие постулаты и доктрины тогда, в довоенный период. Значит, нужно Россию туда. Ну, не всю, шибко, может, большая, но по частям. Ведь задача антипроекта и смысл антипроекта как раз-таки в том, чтобы разделить Российскую Федерацию, или, может, даже не разделяя, но снова подчинить западному цивилизационному проекту. И вот тут же какой-то очень тонкий момент. То есть, если, как вы утверждаете, есть определенный кризис российского цивилизационного проекта, то это как раз означает, что самое время, как говорится, другому западному проекту поглощать российский. И вот Украина нашелся такой, ну, скажем так, острие копья, где тут такой инструмент. То есть, если мы на столкновении, там, на границе там, столкновений цивилизаций сделали ставку, то мы же не можем от нее отказаться. А вдруг она выигрышная? Почему западная цивилизация не может поглотить российскую? Ведь были такие культурно-исторические примеры. В столкновении цивилизаций больше всего всегда страдают страны-лимитрофы. То есть это те страны, которые находятся на грани двух цивилизаций и которые поддались на лозунги о том, что они являются частью одной из воюющих цивилизаций, не являясь его частью. Сегодня мы как раз наблюдаем вот последствия такого ошибочного выбора. То есть говорить о том, что это для Украины хорошо, но не приходится. Да, для тех стран, для глобализма, для стран, которые поражены этой глобалистической чумой, действительно, они таким образом и рассчитывают. То есть они используют Украину как оружие для распила России. И Россия это понимает. Другое дело, что, как бы повторюсь, Россия проиграла информационную войну в свое время за умы украинцев. И говорить о том, что там, да, сильно нам надо было, да, мы и так сильные, и все остальное, нет, это не так. Конечно, гораздо лучше и гораздо полезнее для той же Российской Федерации, для русского народа было бы то, чтобы наша страна добровольно вступила в союз, добровольно вернулась бы в свою цивилизацию. Но этот момент был упущен, поэтому сейчас вместо цивилизационных проектов у нас цивилизационная война. Если подвести определенную черту, мы, ну давайте так, изнутри, как раз таки, вот тоже очень интересная такой диалектика, что ли, да, даже от этого вопроса. Пока война, этот проект или идея этого проекта там Украины, Руси, или просто Руси, или там Республики Руси, ну не знаю, там как кто выпишет, но то есть чего-то не Украины. Ну, то есть Украина это не Украина, это вот новый проект, как бы с правопреемничеством, но новый. И пока война не может родиться ничего. А война, еще раз подчеркну, все равно за присоединение, ну, вот, к Российской Федерации. Они употребляют термин «освобождение». Ну, и мы тоже употребляем термин «освобождение», хотя давненько ничего не освобождали. Ну, даже вот очень интересно было, да, кстати, это очень важный такой аспект, смысловой и языковой, да, о том, что когда в Курской области у нас тоже говорили «освобождение». Хотя с точки зрения логики и такого прагматизма абсолютно нет. И это была оккупация. То есть, если мы разные страны, значит, это оккупация. Так вот, пока война, это не может родиться. Потому что любые мысли в эту сторону
какая там, 111-я, да, или какая там сейчас статья, ну, вылетела из головы, там, госизмена, вот это все, а потом журналист Владимир Золкин на каком-то обмене берет у тебя с петличкой в автобусе интервью и говорит, мол, ну, чего это ты тут, какая у тебя статья? А ты сидишь и говоришь, ну, я вот придумал, например, проект «Русь». А другой рядом сидящий говорит, а я там переписывался с оккупированными территориями, с людьми. А я вот там еще что-то. То есть война – это не только ну, вот тот пожар, в котором там, да, собственно, угли перегорев, мы получаем нечто новое и, ну, скажем, а это еще и серьезное препятствие для создания этого проекта, тем более изнутри. Получается, что как в 17 году, ну, только 100 лет назад, должен кто-то в запечатанном вагоне приехать и принести декрет о земле и мире. Ну, то есть механика же не меняется. Или все-таки война в этом смысле поможет проекту «Русь»? Как бы вы подытожили? Начну с юридической точки зрения. Уголовно наказуемым является неконституционное изменение власти, покушение на территориальную целостность, то есть то, что противоречит действующей Конституции. Что касается момента так, философского, скажем так, войны как раз и порождают изменение проектности. То есть любая война более-менее глобального масштаба, особенно там войны в Европе, они всегда порождали создание новых союзов, новых альянсов и новых государств. И мы в этом случае тоже не исключение. На самом деле мы докрывались до такого выбора, что либо мы приходим к полностью потере государства, либо мы приходим к тому, что ну, то, что говорят об оккупации по маленьким частям, по большим частям, неизвестно, как сложатся военные действия. Но кризис уже налицо. Кризис управления прежде всего и кризис внутри общества. И действия власти, они не способствуют национальному примирению. А наоборот, как проект конфронтационный как внешне, так и внутренне. Не может быть, чтобы проект был конфронтационный внешне, и он не был конфронтационным внутренне. Поэтому у нас сейчас небольшой выбор. И когда народы, нации приходят к такому тяжелому выбору, который сами они себя поставили, то выбор небольшой. И жизнеспособность нации как раз и состоит в том, чтобы сделать правильный выбор, находясь на грани пропасти. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и эту беседу. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Спасибо большое, что смотрите видео. Напишите, что думаете в комментариях. Думаю, что было очень интересно подумать о проекте «Русь», «Республика Русь», «Федеративная Республика Русь» или какая-то другая, «Народная Республика Русь». Как вам тема? То есть очень интересно будет почитать комментарии. Ну и, конечно, всем добра и света. Увидимся.